Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТП, а не только. Сегодня в видео мы поговорим о видах теплоносителей для охлаждения оборудования. Но перед этим не забудьте сделать два простых действия: поставить лайк и подписаться. Все знают, что производственные процессы, где установлены термопласт-автоматы, требуют наличия специального охладительного оборудования. Ведь, как мы знаем, в процессе производства пластиковых изделий материал, подаваемый под огромным давлением в пресс-форму, предварительно разогревается до температуры плавления, которая составляет от 170 до 400 градусов по Цельсию. Пресс-форма при этом должна отвести тепло от получаемого изделия, которое должно охладиться и застыть перед его извлечением. Соответственно, возникает необходимость обеспечить качественное охлаждение пресс-формы. В процессе работы гидравлического термопласт-автомата требуется охлаждать масло в его гидросистеме, температура которого должна находиться в рабочем диапазоне и не превышать критических температур. Обычно оптимальная температура масла составляет 30-35 градусов по Цельсию. Также от гребенки термопласт-автомата подается контур охлаждения на зону загрузки материального цилиндра для предотвращения перегрева загрузочной горловины и гранул материала. Недостаточное охлаждение оборудования термопласт-автомата приводит к получению некачественных изделий, а также к поломкам в гидросистеме термопласт-автомата. Обычно охлаждение используется по одной из двух схем. При одноконтурном охлаждении теплоноситель подается по одному контуру, который используется одновременно для охлаждения пресс-форм и гидравлического масла ТПА. Температура теплоносителя в данном случае колеблется от 10 до 20 градусов и зависит от типа сырья, типа ТПА и других особенностей производства. Двухконтурное охлаждение – это наличие в системе двух отдельных контуров, один из которых отвечает за охлаждение пресс-формы, а второй за гидравлическое масло термопласт-автомата. В этом случае рабочая температура теплоносителя для второго контура находится в диапазоне от 25 до 35 градусов, что обеспечивает идеальные свойства гидравлического масла. При этом на охлаждающую способность контура охлаждения пресс-формы не влияет потеря мощности и охлаждение масла в ТПА. Охлаждение пресс-форм будет более эффективным и стабильным. Для охлаждения оборудования чаще всего используют промышленный чиллер или градильник. Давайте отдельно проговорим про чиллер. Основная задача чиллера нам известна. Он подает под давлением охлажденный теплоноситель, который возвращается нагретым от пресс-формы и масляного теплообменника термостата. Чиллер работает по замкнутому контуру, поддерживая заданную температуру теплоносителя. Принцип его работы можно посмотреть в нашем гайде о чиллерах. Давайте рассмотрим, что такое теплоноситель, какие виды его применяются для работы в чиллерах. Теплоноситель или хладоноситель – это рабочие среды, которые в процессе теплообмена либо отводят избыточное тепло, либо применяются для нагрева в системах различных устройств. Теплоносители представляют собой вещество, предназначенное для отвода тепла от охлаждаемого объекта и передачи холода, выработанного испарителем чиллера. Жидкие промышленные теплоносители классифицируются по назначению, диапазону рабочих температур и давлению. Выбор теплоносителя для чиллера очень важен, поскольку это поможет продлить его срок службы, повысить производительность его работы. Давайте рассмотрим виды жидкости, которые используются для работы в чиллерах. Водопроводная вода. Использование водопроводной воды или использование воды из скважины не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество примесей, которые могут вызвать коррозию, образование накипи и другие повреждения системы. Это может привести к снижению эффективности охлаждения и дорогостоящему ремонту. Преимущество водопроводной воды – экологически чистое вещество, обладает высокой теплоемкостью, легко циркулирует по системе отопления. Всегда под рукой, и ее быстро можно добавить в систему отопления. Недостатки. Замерзает при отрицательных температурах. При использовании воды термопласт-автомат нуждается в постоянном техническом обслуживании. Регулярная очистка охлаждающих каналов от загрязнений и солевых отложений. Это дополнительные расходы и простое оборудование на производстве. Природная вода характеризуется таким показателем, как жесткость. При температуре воды выше 70 градусов начинается интенсивное разложение карбонатных солей и отложение накипи на стенках труб, что является причиной ухудшения теплоотдачи.
При использовании градирни оборотная вода регулярно загрязняется пылью, органическими соединениями и прочим внешним мусором, который уменьшает производительность оборудования. Как итог, имеет недостаточное охлаждение пресс-формы ТПА, что чревато преждевременным выходом из строя уплотнений, кораблением прокладок, дорогостоящим ремонтом оборудования. Требование к качеству пресной воды будет представлено здесь. Дистиллированная вода. Дистиллированная вода имеет меньше примесей, в отличие от водопроводной. Она чаще используется в чиллерах, однако она тоже способствует появлению коррозии, поэтому принято добавлять гликоль. Преимущество дистиллированной воды как теплоносителя. Экологичность и безопасность для здоровья, низкая стоимость, высокая теплоемкость. Она не образует накипь из-за отсутствия растворенных в ней солей, не требует особых условий хранения и соблюдения правил безопасности при заливке в систему и сливе ее из системы. Недостаток такого теплоносителя – дистиллированная вода замерзает при отрицательной температуре и при замерзании расширяется, что может привести к разрыву труб, повреждению систем охлаждения чиллера и маслоохладителя. Поэтому, если в цехе есть возможность возникновения отрицательных температур, лучше в качестве теплоносителя использовать водно-гликолевый раствор с более низким температурным порогом кристаллизации. Самыми надежными являются теплоносители на основе гликоля. Это водяные растворы на основе пропиленгликоля и этиленгликоля. Эти смеси обладают высокой теплопроводностью, они подходят для эксплуатации в системах, подверженных риску замерзания. Теплоноситель на основе этиленгликоля. Стоит знать, что теплоноситель на основе этиленгликоля очень опасен для человеческого организма, поэтому нужно его использовать с особой осторожностью. Помимо того, что этиленгликоль строго запрещено использовать в случаях с открытыми расширительными баками, поскольку если он попадает в человеческий организм, в особенности вещество с третьим классом опасности, то это негативно скажется на здоровье, хотя узнать его по запаху невозможно ввиду его отсутствия. Есть лишь легкий сладковатый привкус, так что это все очень опасно и требует осторожности. Преимущества. Страхует систему от замораживания, хорошие теплофизические свойства, низкие показатели отложений солей и накипи, средняя стоимость. Недостатки. Этиленгликоль очень токсичен, обладает наркотическим действием, в организм всасывается быстро. При проглатывании происходит отек легких, развивается острая сердечная недостаточность. Этиленгликоль способен проникать в организм через кожу и при вдыхании, поэтому опасно применять этиленгликолевый теплоноситель в открытых системах. Испарение распространяется в помещении. Теплоноситель на основе этиленгликоля представляет экологическую опасность. Отработанный теплоноситель на основе этиленгликоля запрещается выливать в открытый грунт и в канализацию. Его надлежит собирать и отправлять на переработку. Имеет высокую вязкость при низких температурах. При полном испарении воды из состава антифриза в последующем охлаждении этиленгликоль замерзает при температуре минус 13 градусов. Антифризы на основе этиленгликоля имеют красноватый оттенок, поэтому это способствует более легкому и быстрому поиску утечек. Теплоноситель на основе пропиленгликоля. В отличие от вышеупомянутых антифризов, он не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды. Его примерная температура кристаллизации составляет минус 35 градусов. Преимущество. Страхует систему от замораживания. Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный продукт такого назначения, когда при полном испарении воды из теплоносителя и последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до минус 60. Напомним, этиленгликоль замерзает при минус 13. Экологически и токсически безопасен, обеспечивает наивысший после воды уровень безопасности. Его показатели в несколько раз превосходят этиленгликолевый теплоноситель. Не опасен даже при длительном вдыхании паров, не вызывает острого отравления при случайном попадании внутрь, не повреждает глаза и кожу. Не коррозиоактивен, совмещается со всеми конструкционными материалами систем. Обладает бактерицидными и стерилизующими свойствами, несмотря на вязкость теплоносителя на основе пропиленгликоля, обладает смазывающим эффектом, снижающим гидродинамическое сопротивление, накипи не образует.
Пропиленгликоль способствует удалению отложений с внутренних поверхностей теплообменного оборудования, чем экономит затраты на ремонтные работы и дополнительное техническое обслуживание. Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми теплоносителями, и благодаря этому меньший расход электроэнергии на прокачку теплоносителя. Пожар взрывобезопасен. Недостатки. Более высокая стоимость в отличие от других видов теплоносителей. Для определения принадлежности к данной группе в него добавляют зеленый краситель. Наиболее надежными, безопасными и современными являются теплоносители на основе пропиленгликоля. Как понять, какой вид теплоносителя подходит для вашего оборудования? Выбор теплоносителя для вашей системы отопления и охлаждения – это ключевое решение, от которого будет зависеть эффективность, безопасность и надежность вашей системы. Критерии выбора. Температурный диапазон. Важно, чтобы теплоноситель мог эффективно работать во всем диапазоне температур, предусмотренном для вашей системы. Токсичность и экологичность особенно важна для систем, расположенных вблизи жилых зон и зон в пищевой промышленности. Стоимость и экономическая эффективность. Необходимо учитывать не только начальную стоимость, но и затраты на обслуживание и срок службы. Совместимость с материалами системы. Некоторые теплоносители могут взаимодействовать с материалами системы, вызывая коррозию или другие проблемы. Вязкость и теплопроводность определяют эффективность циркуляции и теплообмена в системе. Шаги по выбору теплоносителя. Оцените требования вашей системы. Понимание нужд и ограничений вашей системы поможет сузить круг выбора. Исследуйте варианты. Сравните различные теплоносители и их характеристики. Отзывы пользователей. Консультации с профессионалами. Получите экспертное мнение и рекомендации от специалистов в данной области. Рассмотрите экологические и безопасные факторы. Особенно важно, если система расположена в чувствительной к окружающей среде зоне. Проанализируйте экономическую выгоду. Включите в расчет не только начальные затраты, но и долгосрочные издержки по обслуживанию и замене. Правильный выбор теплоносителя гарантирует эффективность, безопасность, долговечность всей системы охлаждения, поэтому к этому вопросу нужно подойти серьезно и ответственно. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, переходите в наш телеграм-канал. Вот сюда подписывайтесь.